Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Новый День. Пока я буду рассказывать, что произошло у Оксаны во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. К моему удивлению, Оксана выпустила 2 влога подряд. Представляете, вчера один, сегодня один. Что-то будет, подумала я, ведь раньше Оксана не отличалась такой прытью. Ну, по крайней мере, за последнее время не была такая прыть замечена со стороны Оксаны. У нее было так, сегодня один влог, через пару дней другой, через неделю третий. А тут смотри-ка, вчера один, сегодня другой. Боюсь предположить, что завтра будет третий. Кто ж знает-то Оксану? И начинает Оксана свой влог, понятное дело, из машины. Ну, откуда же еще? Оказалось, что с завидной регулярностью Оксана теряет не только лопаты, которыми она откапывает машину из-под снега и расчищает дорожки для того, чтобы машина могла выехать со стоянки. Оксана еще теряет и перчатки. Вот они когда были в этом банном комплексе в Зеленопарке, Оксана потеряла очередные перчатки. Говорит, уже 2-я пара Оксаны утеряна за зиму, а зима только началась. Поэтому, я думаю, Оксана только ступила на путь потерь. У нее все впереди. Ручки, говорит, девочка, Оксаночка у нее замерзли. Ручки, представляете? Я не удивлюсь, если у нее будут щечки, ножки, пальчики, ну и так далее. Вот такая у нас девочка, Оксаночка, у нее ручки замерзли. Так она мне Свету Колесникову напоминает. У Светы щечки замерзают и ручки периодически тоже. Но в основной своей массе, конечно, щечки у Светы. Ну, а у Оксаны ручки. Вот они нашли друг друга, Света и Оксана. Рассказывает Оксана, что платьев больше не будет. Я подумала, что случилось. Все, уже решили прикрыть свою лавочку. Но нет, не успела я подумать о том, что наконец-то не будет этих примерок бесконечных. Как Оксана добавила, до Нового года. Ага, думаю, значит, после Нового года все вернется. Точнее, все продолжится. Ну, я так понимаю, что ни Оксана, ни Лена не намерены бросать этот своеобразный бизнес. Видимо, на самом деле покупают у них платья и неплохо раскупают, раз вот они решили продолжить и после Нового года заниматься этим самым бизнесом. Рассказывает Оксана, что из Ньюкасла посылку она какую-то хочет распаковать. Мол, получит она эту посылку только. Думаю, ну, замечательно. Посмотрим, что это за посылочка. И после того мы увидим эту посылку, как Оксана покажет нам свою маму во всей красе. Ну, когда мама будет выступать в роли модели. Думаю, ну это уже интереснее, да. Видимо, все-таки Лена и Оксана читают комментарии здесь, на моем канале. Почему? Потому как буквально недавно говорили о том, что было бы неплохо, у меня в комментариях, что было бы неплохо, если бы мама Оксаны и Лены пришла бы к ним в этот шоурум, магазинчик, как его Оксана называет, и примерила бы пару-тройку платьев для того, чтобы можно было понять, как на женщине ее возраста эти платья сидят. И мы еще там посмеялись в комментариях, да, мол, вот это будет модель, супермодель из мамы Лены и Оксаны. Получится, не получится, ну вот, получилось что-то. Пришла все-таки мама и стала примерять всякие разные платья, какие-то блузки, какие-то юбки, какие-то брюки. Особенно мне понравилось, когда она заправила так лихо какой-то блузон или что-то было, что такое вот большое, да, оверсайз. И, вы знаете, так лихо взяла, заправила это дело в брюки. И я вот посмотрела на это все, думаю, ну неужели мама Лены и Оксаны не смотрится в зеркало никогда? Ну неужели она не понимает, что, ну, по крайней мере, смешно она выглядит? Нет, не глупо. Хотя это тоже присутствует, но больше, чем глупо, она смешно выглядит. В свои годы вот такую молодежную одежду какую-то надевать. Ну, даже, возможно, не молодежную одежду. Нет, но вот так по-молодежному, вот так ее заправлять в брюки. Ну, опять же, не могу сказать, что это прям вот замечательно и соответствует ее возрасту. Но к чести ее мамы, их мамы, Лены и Оксаны, надо заметить, что она на каблуках держится гораздо увереннее, чем ее дочери. Да, она вот, смотрю, так прошла вперед, прошла назад, она прошла без какого-то такого вот виляния вправо-влево, да, очень уверенно прошла, молодец. Не сравнить с Леной и Оксаной, ну вообще небо и земля.
Это о чем говорит? Это говорит о том, что, в принципе, мама Лены и Оксаны, она умеет ходить на каблуках. Правильно, правильно. И говорит о том, что она и раньше ходила на каблуках, только мне непонятно, почему вот она не привила любовь к обуви на высоком каблуке своим девочкам-девочкам. Почему она их не научила ходить на каблуках? Вот это, конечно, не понять. Говорит Оксана: мама, ты у нас красивая, будешь еще красивее. Ну, Оксана, почему красивее? Красивее. Красивый, красивее. Красивее, ну, даже не знаю. Где ты такое услышала, Оксана? Говорит: ой, мам, смотри, у нас такая елка есть. Она, конечно, не особо дорогая, ведь это самая дешевая цена. Думаю, что там дешевая цена все-таки, Оксана? Почему же дешевая цена? Низкая цена, но дешевая елка. Как-то так. Дешевая цена, такого не бывает. Говорит: вот мы ходили по рынку, смотрели цены и нашли самую дешевую цену. И теперь вот взяли эту самую елку по самой дешевой цене. Да уж, Оксана, ты, по-моему, неисправима. Тебя учить, только портить. И говорит Оксана, что вот эта самая посылка из Ньюкасла будет распакована. И тут же говорит: вот, из Америки, мама, посылка мне пришла, буду я, мол, посылку из Америки распаковывать. Думаю, Оксана, Ньюкасл, это северо-восточное побережье Англии, это ни в коем случае не Америка. У тебя с ударениями беда, у тебя с какими-то словами беда, с проговариванием слов беда, со звуками беда. А теперь вот еще и с географией беда. Ну вот, Оксана такая она. Хотя, в принципе, что Лена, что Оксана, они одинаковые. Спроси Лену, где находится Ньюкасл, та тоже скажет, что в Америке. Поэтому, да, сестрички стоят друг друга. Ну, а примерки продолжаются. Оксана говорит: мама, пример кофту. Помер, точнее, да. Даже не пример, а помер кофту. Ну, мама померила кофту. И Оксана говорит: ой, тут такие рукава, прям как из сказки. Помните? Косточки в один рукав, косточки в другой рукав. Потом стала махать этими руками, этими рукавами. Оксана, в один рукав косточки, в другой рукав вино или какой-то другой напиток. Но, по-моему, речь все-таки о вине шла. И вот когда взмахнула она одной рукой, и вино полилось из того рукава и превратилось в озеро, взмахнула другой рукой, и косточки вылетели из этого рукава и превратились в лебедей, которые тут же обосновались в этом озере. Именно такой сюжет был в той сказке, Оксана. А в твоей сказке, Оксана, почему-то водоема нет и быть не может. Ведь в одном рукаве косточки и в другом рукаве косточки. Ну и, наконец, распаковка посылки. Курточка для путешествий. Такая вот темно-синяя, легкая, вроде ветровки. Оксане очень понравилась. Курточка-свитерочек тоже симпатичный. Как кот Матроскин, говорит Оксана, я в этом свитерочке. Свитер в бело-синюю полоску. Спортивный костюм, в котором она поедет в Таиланд. Вот так. А вот подумалось мне, почему она не радуется так сильно посылкам из Василька? Почему она не летит в том, что ей Василек присылает? В конце концов, у них там целая куча вещей, свой магазинчик. Почему она не в одной из тех вещей, которые они там продают, не полетит в Таиланд, например, не будет гулять? Да? Ну, есть же у них там куча вариантов. Те самые спортивные костюмы с теми самыми мишками. Почему нет? Нет, видите, все-таки нет. Ни Василек не устраивает, ни тот товар, который они продают, а вот фирменные какие-то вещи, значит, хорошие, дорогие. Оксана нам показала бирочку. Говорит, 89, я так понимаю, фунтов стерлингов стоит этот свитерочек или курточка, в общем. Да, показала Оксана, насколько она дорога дарителю. Но опять же, никого она не поблагодарила снова. Она не сказала спасибо Лена, спасибо Катя, спасибо Света, спасибо, я не знаю, кто там еще, да? Нет, ни единого имени не было произнесено. От кого эта посылка, тоже не понятно. Так что все-таки мне кажется, что Оксана сама заказывает эти самые вещи, и потом это все там преподносит так, как будто бы ей там кто-то прислал. Но я думаю, что вряд ли. И, кстати говоря, если и предыдущие посылки были из Ньюкасла, то я так думаю, что все-таки не из Америки. Предыдущие посылки были тоже. Они были из Англии. Ну и понятное дело, что Оксана снова перепутала два прилагательных. Любимый и любящий. Говорит, вот мама теперь пойдет домой с пакетами от любимых дочерей.
Ну почему же любимых? Да, понятное дело, что Елена и Оксана любимые дочери. Но в данном случае получается любящие дочери, плюс еще ко всему. Почему? Потому как именно любящие дочери одарили свою маму какими-то вещами. И этих вещей так много, что прям несколько пакетов получается. Ну вот, как-то лучше было бы сказать, пойдет с пакетами от любящих дочерей. Но видите, Оксана остается верна себе. Она, повторюсь, неисправима. Ну вот таким получился у меня обзор влога канала Новый День. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!